Hello everyone, друзья! Джоэл объявился на форуме и сходу поделился с читателями, чем он занимался во время своего отсутствия. С его слов, он провел это время в спортзале, а также, внимание, выращивал новую бороду. Видимо, Джоэл таки съел ее, как и обещал, но просто забыл записать об этом видео. Кроме спортзала и выращивания новой бороды, как уже было сказано в прошлом новостном видео, команда продолжает работу над исправлением ошибок, присутствующих в 16-й альфе, и доработкой системы электричества, видео с которой вполне может появиться в ближайшее время. Также в данный момент проводятся собеседования с новыми потенциальными сотрудниками, в результате которых команда разработчиков должна пополниться 4 новыми специалистами, что позволит выйти на финишную прямую, а именно начать подготовку игры к релизу и уже начинать работу над новыми проектами. О каких таких новых проектах идет речь, ни слова сказано не было. Первое видео с обзорами нововведений из грядущей Альфа 17 появится сразу после того, как эти нововведения достигнут той стадии разработки, когда их будет не стыдно показать. Содержание новых видео будет немного отличаться от прошлых. В них Джоэл будет рассказывать исключительно о том, что в данный момент находится в разработке, и постарается не растекаться мыслью по ютубу о каких-то хотелках и мечтах, что в принципе и правильно, так как это все-таки дневник разработки, а не обзор планов на будущее. Также в игре наконец-то будут исправлены проблемы с рэгдоллами. Тут имеется в виду те случаи, когда после смерти зомби и животных некоторые части их тел могли вытягиваться или сгибаться самыми невероятными способами. Но получим мы это исправление только в версии 16.4. Ждем. Хотя мне подобные баги волновали мало. Я бы даже сказал, что они местами были весьма полезны, ведь благодаря им иногда получалось сделать весьма причудливые скриншоты. Как вы знаете, в данный момент в статусе экспериментальный находится сборка игры Alpha 16.3 B3, пришедшая на смену сборке Alpha 16.3 B1, которая так и не вышла из экспериментального статуса. Как таковых новинок в этих сборках практически нет, потому в данный момент переходить на экспериментальную версию не только нет смысла, но и опасно. Особенно если вы не хотите с каждым обновлением запускать игру заново. У многих, кто перешел на экспериментальную Alpha 16.3 B1, при обновлении до сборки Alpha 16.3 B3 обнаружились проблемы с генераторами и пауэрбанками. А именно из генераторов частично пропадали двигатели, а из пауэрбанков соответственно аккумуляторы. Учитывая то, что на форуме разработчики уже не раз упоминали о том, что было исправлено в сборке Alpha 16.4, есть большая вероятность того, что текущая экспериментальная сборка игры не выйдет из экспериментального статуса, а будет выпущена сразу версия Alpha 16.4. Я считаю, что переходить на экспериментальную версию сборки имеет смысл только в том случае, если она содержит кардинальные изменения в игре, какие-то новые механики и прочее, что было бы интересно опробовать в работе уже сейчас, но данные сборки этого не имеют. Так что рекомендую все-таки немного подождать и играть уже в более-менее стабильную версию сборки, так как экспериментальные все-таки существуют для поиска багов и отправки их разработчикам, но никак не для полноценного выживания. На этом на сегодня все. С вами как всегда был Сурвагер. Скоро увидимся, но это не точно.